Я считаю, что время для проведения саммита выбрано очень правильно с точки зрения циклов работы металлургической промышленности. Как вы знаете, начало года, и в частности январь-февраль, является периодом пополнения запасов многими странами руды, угля и стальной продукции, как подготовка к предстоящему строительному сезону. Поэтому сейчас весь мир замер в ожидании, куда же двинутся цены. Как мы уже увидели, цены на руду достигли достаточно высоких уровней с 4-го квартала. Поэтому дискуссии сегодня были очень интересные, прозвучали разные прогнозы. Я думаю, что это очень правильный период для проведения саммита. Размышляя на тему будущего металлургии в этом году, в 2013 и в следующем, мы видим перед собой достаточно смешанную картину. С одной стороны, мы понимаем, что мы сейчас находимся в таком периоде металлургического цикла, когда работа с издержками в условиях достаточно низких цен является приоритетной задачей. Именно этим мы сейчас занимаемся, и Северстали, как вертикально интегрированной компании, легче конкурировать в этих условиях, чем несколько другим производителям. С другой стороны, мы не ждем существенного улучшения ситуации с точки зрения объемов или цен в этом году по сравнению с 2012 годом. Поэтому это будет достаточно сдержанный рост. В целом мы считаем, за счет российского потребления, отечественного, где мы наращиваем свои позиции в сегменте с высокой добавленной стоимостью, ситуация будет улучшаться. Если мы увидим в течение года рост цен на внешних рынках, соответственно, это откроет возможности для российских стальных компаний по экспорту своей продукции, что, другими словами, разгрузит российский рынок несколько от избыточных объемов, поэтому ситуация даже может улучшиться. То есть прогноз у нас на этот год, в принципе, достаточно нейтральный. Северсталь достаточно внимательно анализировал последние годы тенденции, происходящие на рынке, мировом рынке стали и сырья, провела реструктуризацию активов. И, в частности, в этом году мы представляем собой для внешнего рынка определенный баланс между консервативной политикой с точки зрения баланса, с точки зрения соотношения долга к показателю EBITDA. Мы в этом плане гораздо увереннее себя чувствуем, чем большинство конкурентов. С другой стороны, мы предоставляем возможности роста, например, для инвесторов, которые будут вкладывать в компанию. В этом году мы наращиваем объемы на наших угольных предприятиях, железорудные активы увеличиваем мощности и запускаем сортовой завод в Балаково мощностью 1 миллион тонн. Для нашей компании 90% продукции, которая составляет листовой прокат, диверсификация в производство сортового проката является достаточно интересной инвестицией. Вот это, наверное, основные проекты. Ну и плюс работа с издержками, о которых я говорил ранее. Саммит был, в частности, я участвовал в сегодняшней программе, был очень интересен с точки зрения детального представления проектов, которые ведут, в частности, непубличные компании. Непубличные я имею в виду с точки зрения того, что они не размещены на фондовых рынках, и поэтому информации о них по умолчанию достаточно мало. Здесь была возможность пообщаться и с первыми лицами этих компаний, узнать напрямую о статусе проектов и, соответственно, увидеть более полную картину. Я бы советовал участвовать в таких мероприятиях.